Смотри, 18,5 дюймов, мониторчик, портативный монитор, на котором я играю со сверхнизкой задержкой в 3 миллисекунды, с HDR-чиком, кстати, и с достаточно интересной яркостью. При этом он стоит всего лишь там 100 с мелочью долларов. Это не телевизор, это монитор, который можно использовать с игровыми консолями, который можно использовать с вот такими вот ТВ-боксами, которые можно, конечно же, использовать с компьютерами. Все это сегодня на канале Технозон. Давайте выйдем. Сразу начинаем его тестировать. Мы видим, что у нас все полное отображение, и начнем с дисплея информации, которую мы можем найти в самом PlayStation 5. Это очень классная тема, она здесь благо есть. Давайте, поточный видеосигнал, RGB HDR, у нас 1920 на 1080-64, и сейчас посмотрим, что он еще поддерживает. Он поддерживает частоты без HDR 24, 50, 60 и частоты с HDR 24, 50, 60. Поддерживается HDR, и VRR, конечно же, не поддерживает, хотя он здесь поддерживает какой-то FreeSync, но это, по крайней мере, по описанию, но мы это еще посмотрим. То, что играть на нем можно, это факт. Давайте подключим TV-бокс, посмотрим, что с TV-боксом здесь можно с вами примудрить. Включаем, я использую TV-бокс Югус, тут в принципе такое себе дело, увидит ли сам по себе TV-бокс HDR, мне интересно. Давайте, TV-бокс, все выглядит отлично, в принципе-то своем. В настройки мы сейчас еще пойдем по экранчику. Он сейчас у нас на автомате выбрал PQ HDR, ну мы поставили постоянный HDR, и в принципе, я вам скажу, тоже действительно неплохо работает. 1900, ну сейчас посмотрим, какие он режимы через Edit отдает. Кстати, у него есть Edit, я очень удивился. То есть он выдает 1080p от 23 Гц, ну 23976, выдает 720p, а ну пробуем 60 Гц, 720p в 24 Гц нет, а ну давайте. 720, да, работает, возвращаем, это обязательный тест. Теперь попробуем по углам экрана. Когда мы, кстати, включаем Netflix при подключенном сюда коннекторе, давайте любой, и выбираем фильм, видим HDR, все, пожалуйста, HDR-чик есть, и тут есть звук. Ребята, тут есть звук. Да, он не самый громкий, он не самый прикольный, но он есть. В принципе, для рабочего монитора очень даже пойдет. Давайте мы сейчас подключим его сразу же к компьютеру, для того, чтобы посмотреть все режимы с HDR, без HDR, замерить яркость. Давайте включаем. Однако пока включается компьютер, давайте пойдем и посмотрим, сколько он стоит, где его можно купить, а потом вернемся к настройкам и дальнейшим тестам. Ну вот, кстати, он сейчас уже включается. Ссылочки в описании под видео. Подписываемся, нажимаем колокольчик, пошли смотреть, сколько стоит. Мы к нему еще сейчас вернемся. Воу-воу-воу, $115. LG FRT 18,5 дюймов, портативный монитор 100 Гц. Как они, RGB 100% с веса. И еще они пишут, что здесь ADS, IPS, HDR экранчик. Кстати, продавец у нас сертифицированный бренд, еще и подтвержден как официальный продавец. Имеется в виду, что это конкретно продает не физлицо, а юридическое лицо на AliExpress, еще и с бесплатной доставочкой. Хочу отметить большое количество положительных отзывов, 113 отзывов, 4,7 у нас рейтинг, и в основном они все, вот именно, знаете, тут даже картинки есть и работает. Вы можете сами пойти в описание под видео, нажать и посмотреть на отзывы, действительно работает неплохо. Это судя по отзывам. А вот что они у нас дальше заявляются? 3 миллисекунды отклик, это значит, что на нем можно играть спокойно, с поддержкой HDR, Adaptive Sync, FreeSync поддерживает, Type-C-шечка, на Type-C-шке у нас HDMI 1.4 1900 на 1080 100 Гц, 500 кандел на метр квадратный, так, значит, так, лисичка, готовь, люминометр, 18,5 дюймов, слушайте, 16 на 9, 100% покрытия с RGB, можно на нем даже поработать по цветокоррекции. Так, а что они здесь нам заявляют, что у нас тут есть 16,7 миллионов цветов, ну стандартно 6-битный IPS экран, 18,5 дюймов, и сзади вот такая вот у нас стоечка, 100 Гц, при этом 100 Гц и на Type-C, и на HDMI, удивительно, если честно, sRGB 100, 3 дисплей режима, хотя это зависит от самого компа, нет монитора, он просто монитор.
Вот, кстати, веса классная тема, потому что, опа, мне люминометр принесли, сейчас будем замерять, все понятно. Потому что можно на кронштейны крепить. Допустим, любой берете кронштейн недорогой какой-нибудь лифтовый, да, там, на газ-лифтах, и все у вас будет отлично. Подходит для DeX, для Samsung тоже отличная вещь. И, тут еще и саунд есть, стоп. Встроенные спикеры, да ладно. Ну хорошо, давайте так. Ссылка в описании под видео. Подключаем сейчас и будем с вами его тестировать. Очень интересно. Получается, на 180 градусов он может разворачиваться, вернее, поворотный этот механизм упорный, да, и у него 423 мм на 249 по внешнему и 411 на 232 по внутреннему замеру. Хорошо, все, переходим, тестируем дальше. Ну что, посмотрели, да? Посмотрели. Мы сейчас выберем этот монитор как единственный. Боже, сколько у меня значков. У меня просто 4К монитор. И здесь значки синхронизированы с абсолютно всех моих компьютеров через Drive Space. Так, давай. Настроечки. Выбираем второй мониторчик. Все. У нас сейчас второй монитор подключен. Смотрите, какие цвета, ничего такого. В пересвете с HDR, конечно. Давайте сохраним изменения и посмотрим, что он у нас может. Вот он, второй. Так, использование HDR поддерживается. Это хорошо. Ну, кстати, его можно выключить принудительно. Мне интересует, какие параметры он держит. Ну, сейчас 1920 на 1080, 60 Гц. Ну, здесь он пишет 8 бит, но это, чтобы вы понимали, 6 бит плюс FRC. И поддерживает он у нас, смотрите, частоты от 2398. Сейчас попробуем включить. Съест 2398. Да, съедает, но мы видим тут жесткий deinterlace, кстати. Ну, такое, я вам скажу, на 24 Гц работать будет дискомфортно, но я об этом вам должен сказать, ребят. Ну, на 24 недробных, сейчас посмотрим. Тоже такое, знаете, черт знает что. Интересно на этом посмотреть. Тут красиво было все. Да? Тут не очень, да. Интересно посмотреть на ТВ-боксы, сейчас еще к нему вернемся. В общем-то, экранчик меня удовлетворяет в плане рабочего монитора. Сейчас он немножко в пересвете, но мы пойдем сейчас отключим. Для компа, конечно, использование HDR. У нас, давайте теперь рассматривать его ближе. Смотрите, у нас есть регулировка, есть 3,5 выход под звук, есть регулировка меню, сзади крепление веса двухточечное. Кстати, он очень тонкий, тут до безобразия. Есть кнопка включения, ну вот ножки, есть кнопка включения-выключения. Где кнопка включения-выключения? Нету кнопки включения-выключения. Он просто по умолчанию включен. И есть интерфейсы. Вот они, пожалуйста. Type-C, HDMI и Type-C питание. Да, мини. HDMI мини здесь. То есть это обязательно учитывать, вот два динамика есть. То есть мы с вами имеем такой набор функций. То есть здесь конкретно HDMI mini. Ну и еще один момент, да, это вот подключение к Type-C. У нас есть в комплекте, кстати, хороший Type-C-шный кабель 3.1 именно с выводом через Type-C-шку. Смотрите. То есть мы сейчас отключаем, смотрите, как это делается. Отключаем мини-HDMI-чик. Просто отключили. Включили Type-C-шечку. Есть. Прощелкнуло. Хорошо. Убираем кабели. И у нас есть вот такой вот момент. Смотрите. Взяли. Включили. Та-дам! Есть у нас телефончик. И это ж не только к телефончику относится. Или если вы возьмете, допустим, ноутбук с HDMI или дисплей-портом через Type-C-шку, то вы увидите примерно вот такую вот картинку. Теперь по менюшке. Очень неудобно использовать менюшку. Мы видим сейчас, видите, у нас HDR, HDMI поддерживается. И сейчас мы выключим режим HDMI, режим HDR выключим, включим на автоматический. Вот, кстати, здесь сейчас цвета стали очень даже прикольные. Мы можем с вами отрегулировать, конечно же, яркость, контраст
Вот, пожалуйста. Можем увеличить, а вот, кстати, sharpness можем включить, выключить. Смотрим, что у нас есть еще. Оттенок и яркость. Ну, я бы яркости добавил бы немножко больше. Давайте чуть-чуть повысим. О, вот это прям он вообще сейчас топово выглядит, согласись, да, такой? Только вот, вот прям топово, вот честно тебе скажу. Прям такой насыщенные цвета, классные. Слушайте, ну регулируется и оттенок, яркость, контраст, баланс тени, режим игры. А вот, кстати, слушайте, вот режим игры. Давайте посмотрим. Режим игры активируется без HDR, говорю сразу. Стандарт FPS, RTS. Слушайте, для FPS есть там режим. Прикольно. RTS, FPS. При этом можно тени, баланс, яркость и контраст регулировать по самому изображению. То есть это отдельно у нас идет по входу и по изображению. Контраст достаточно. Что значит тени, баланс? Ой, не-не-не, это он сильно в тени уходит. О, вот такой вот. Вот такой вот. Кстати, экран сам по себе матовый. Экран матовый, хочу подключить к нему обратно ТВ-бокс. Экран матовый, и в этом есть свои плюсы и есть минусы. Конечно же, нет бликов, то есть как таковых, то есть мы смотрим мат, да, полный, но на матовых экранах и углы обзора работают чуть по-другому. Вот, кстати, ТВ-бокс теперь надо перенастраивать под, под отключенный HDR экран. То есть мы с вами просто-напросто включим сейчас ОУДВ. Вот, кстати, ТВ-боксы GX1, Югус SK2. Вот такие экраны, это просто топ. Вот давайте ДВ через SDR сделаем, и будет вообще топ. Посмотрим, как вообще проигрывается еще какое-то красивое видео. Пока перезагружается, ребят, то, что экран честный Full HD, это классно. Да, у него есть некоторые минусы. Некоторые минусы в том, что HDR не совсем является честным HDR, потому что на 6-битном экране, но, откровенно говоря, закрутить яркость, выкрутить, это такое себе дело. В плане того, что это честный 18,5 дюйма монитор, это факт. То, что он достаточно яркий, это тоже факт. Тонкий, удобный, вообще отлично и по цветам, не придраться не к чему. Посмотрите на эту цветовую гамму. Я вам скажу по-другому. Для плойки, да, подойдет, но не включать HDR. Для ТВ-бокса, да, HDR можно смотреть, но я бы советовал использовать ТВ-боксы. Смотрите, какие цвета. Вот сейчас вот они абсолютно правильные, то есть мы включили вот в таком варианте, да, DV через SDR и можем смотреть вообще отлично. Сейчас цвета, да, вообще тут насыщенные, классные. Сейчас посмотрим. Во-первых, мы замеряем яркость. У нас есть люминометр. Люблю этот тест интересный, давайте HDR, сейчас. Ну, во-первых, давайте посмотрим, как выглядит наша дикая река на нем, да, такое, сейчас увидим, и звучок, слабоват, говорю сразу, сейчас, тут, наверное, даже не дикую реку надо смотреть, дикая река это на производительность, тут надо смотреть каменную могилу, вот каменная могила вообще это про контраст, про цвета. Так, давайте включаем каменную могилу, и вот это вот, конечно, интересно уже. Контрастная, красивая, цветная картинка, я этот ролик снимал сам. Звучок на троечку с минусом. Звучок на троечку с минусом, изображение на твердую тройку с плюсом. Я вам скажу, это не самое крутое изображение с учетом матовости экрана, но можно вытянуть, можно температуру, кстати, менять цветовую в этом режиме, то есть в режиме работы и HDR, и SDR, то есть ты можешь заморочиться и сделать все фактически. Давайте включим сейчас. Кстати, сейчас здесь тоже переключим, попробуем, как работает у нас 24 кадра на ТВ-боксе. Знаешь, какое видео? Вот здесь вот проблески мне интересно увидеть. Вот это тоже, это мы с лисичкой снимали. Это у нас на Хортице. А ну сейчас. Где там? Не. Во, вот это, с этого момента. Вот. О, слушайте, ну прям вообще красиво, да? Вот прям вообще топ, вот этот вот эффект свечения мы снимали специально для HDR экранов, вообще ролик в HLG снят, он и в SDR, и в HDR работает идеально. Сейчас мы включим какой-то HDR widescreen, ну давайте, ну это не HDR, я вам говорю сразу, widescreen, это не HDR.
Ну ладно, мы все равно базовую. У нас без HDR он должен показать 250. Я вам могу сказать сразу, это стандарт для мониторов. То есть нам интересно в HDR режиме проверить его яркость. Это 300 кандел. Не 500, как они заявляют, это 300. Но, чтобы вы понимали, это 297 пиковый. Я поставил режим пик, если будет что-то больше, он в пике покажет. 300, 200, 297 в пике. Не 500, как они заявляют, но это больше, чем среднестатистический ноутбук. Вот чтобы вы понимали. Это больше, чем среднестатистический бюджетный ноутбук. Давайте я сейчас еще включу, проверим углы обзора с вами. Еще один раз включу наш ролик. Кстати, вот это уже в HDR пошло. А ну, смотрим. Давай. Ой-ой-ой, я забыл выключить режим Ultra HDR, что-то я опять перестарался. Смотрите, какой пересвет. То есть у него режим HDR можно включить в автоматическом режиме, в зависимости от того, что выводит приставка. Мы сейчас включим политику HDR. Видите, он Always HDR сейчас работает. А нам нужно теперь включить его через DV, через HDR10. Кстати, посмотрим, что сейчас получится. Так, переключились. Более яркая картинка, потому что в HDR, смотри, углы. А ну, смотри. Углы, да? Чуть-чуть вообще углы, вообще топчик. Когда ты в ноль сделал, было чуть-чуть перебор, да? Чуть-чуть перебор в ноль, а так я вам скажу, уголочки. Знаете, вот мне монитор понравился. Как рабочий монитор, как монитор для игр мультимедиа вполне сойдет, учетом его цены. Если хотите, конечно, более правильный HDR, более интересный, то, конечно, придется раскошелиться далеко не 100 с мелочью долларов. И нормальный монитор, мы все понимаем, что стоит, портативный имеется в виду, дороже. В комплекте здесь, ну, ничего кроме зарядки, кабелей нет, поэтому распаковку показывать нет смысла. В остальном все, за эту цену рекомендовать могу дороже, уже посмотрел что-то другое. Ссылки в описании под видео. С вами был Бабл на канале Технозон. Пока.